Прежде чем оценивать сегодняшнюю ситуацию в мировой атомной энергетике, целесообразно припомнить происходившее в 2021 году. Разумеется, я признаю, что сейчас самое важное событие происходит на линии боевого соприкосновения, в какой уж раз русская пехота снова вынуждена уничтожать европейский нацизм, явивший миру свое грязное мурло. В Северном Причерноморье определяется судьба не только двух наших славянских стран, но и всей третьей по счету от Солнца планете. Там, на ЛБС, формируется наша новая элита, и я искренне верю, что она определит лицо России в самом недалеком будущем. Но с точки зрения энергетики знаковым был не февраль 22-го, а лето 21-го. Удивительно, но в последнее время об этом мало кто задумывается. Вот попробую исправить ситуацию, заранее попросив прощения у всех, кому такой подход кажется циничным. По состоянию начала 2021-го в странах Евросоюза на национальном законодательном уровне действовали три общих уложения от Еврокомиссии. Директива о ВИИ, возобновляемых источниках энергии, третий энергопакет и целевая модель европейского газового рынка. Если коротко, то это всевозможные преференции в адрес ВИИ генерации, дискриминация угольной энергетики, разделение вертикально интегрированных газовых компаний, формирование цен на основании биржевых котировок и полный отказ от гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. Долгосрочный экспортный газовый контракт по-гронингенски – это долгосрочность контрактов, привязка стоимости газа к нефтяной корзине и принцип «качай или плати». Целевая модель европейского газового рынка была разработана в 2011 и тогда же был задан срок, к которому она должна была быть сформирована – 2019. Если кому-то интересно, могу припомнить все подробности этой европейской драмы. Третий энергопакет в национальное законодательство Еврокомиссия вбивала в самом буквальном смысле этого слова судейским молотком. Страны Евросоюза и сейчас, в 24-м, отчаянно сопротивляются требованию закрыть и уничтожить все угольные электростанции и так далее. Но это на сладкое. И только в том случае, если в комментариях будут просьбы на эту тему. Одновременно с требованием в адрес «Газпрома» отказаться от нефтяной привязки стоимости газа, Еврокомиссия оказывала давление по проекту «Северного потока-2». Сейчас уже, наверное, не все помнят бывший совсем недавно весьма популярным термин «анбандлинг», одной из составляющих третьего энергопакета. Компания, владеющая магистральным газопроводом, должна была утратить право прокачивать по нему самостоятельно добытый или импортируемый газ. Поставщики газа не имели права бронировать более 50% мощностей транзита в магистральных газопроводах. Эти требования изначально касались только европейских компаний и только газовых магистралей, проложенных по территории Евросоюза. Но в 2020 году решением Еврокомиссии эти требования были распространены и на проект «Северного потока-2», с чем «Газпром» соглашаться не собирался, поскольку на момент принятия окончательного инвестиционного решения таких ограничений не было. Получалось, что Еврокомиссия нарушила требования по защите прав инвестора. А напомню, что все 100% акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая была собственником и оператором «Северного потока-2», принадлежали «Газпрому». Последовал судебный иск со стороны российской компании. В ответ Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции, на тот момент крымские, которые заставили итальянскую компанию, генерального подрядчика прокладки морской части «Северного потока-2», уйти с объекта, не завершив работу. Припомнили страсти совсем недавнего времени? Затянувшаяся в Европе зима 2020-2021 года перешла в аномально жаркое лето, сопровождавшееся еще и затяжным штилем. Результат был вполне закономерен. Повышенный спрос на газ и рост его котировок на европейских хабах. «Газпром», который вынужден был согласиться на то, что в формулах цены долгосрочных контрактов с европейскими компаниями 83% влияния стало приходиться на те самые биржевые котировки, тоже повышал свои расценки по этим контрактам. Результат. Поставки российского газа уже не сбивали биржевые газовые котировки. Цена российского газа покорно шла вслед за ними, вверх. Больше того, «Газпром» в то лето не стал наращивать поставки газа выше своих контрактных обязательств, хотя физически вполне мог на это пойти. Принадлежавшие ему подземные хранилища газа на территории Евросоюза давали такие возможности. Вот только в то лето рост спрос на газ и внутри России. И «Газпром» вполне справедливо рассудил, что своя рубашка ближе к телу. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Предложение в адрес европейских политиков со стороны «Газпрома» было незамысловатым. Претензии к выполнению договорных обязательств есть? Нет. А у нас нет желания играться в спотовые поставки, потому следи за рукой.
Европолитики ругались, причем не сквозь зубы, а во все свои луженые глотки. Но юридических и финансовых последствий децибелы этих воплей не приносили, и цены на газовых хабах уверенно ползли вверх. В 2020, после ковидный год, европейский газовый рынок вступил с котировками около $175 за 1000 кубометров. К лету 2021 года котировки взяли планку в $600 за тот же объем. Вопли из Европы становилось все больше, но никакого впечатления на «Газпром» они не производили. Нашему концерну было просто невыгодно наращивать объемы поставок за пределы, предусмотренные контрактами. Завершение строительства «Северного потока-2» требовало денег. Так почему нужно было отказываться их зарабатывать, если при этом не нарушался ни один закон или подзаконный акт, действующий в Евросоюзе? Хотя было совершенно очевидно, что из-за третьего энергопакета, директивы о ВИИ, внедрения целевой модели газового рынка, европейский бизнес получал все более ощутимый урон, в Еврокомиссии никто и не думал о необходимости корректировок всего этого законотворчества. Лично для меня самое удивительное то, что крупный европейский бизнес согласился терпеть откровенное безумие своих политиков. Но похоже, что творческое наследие маркиза де Сада тоже входит в число европейских ценностей. Но при этом нормальная бизнес-логика никуда не делась. Если газ становится дороже, то неизбежно растут тарифы электроэнергии. И неизбежно наступил момент, когда в дело вступила конкуренция со стороны угольной генерации. Смотрим на стоимость газового киловатт-часа, учитываем стоимость углеродных квот, стоимость угля. Уголь плюс квоты меньше? Прекрасно. Начинаем раздувать угольные топки электростанций. Климатическая повестка? Глобальная борьба с не менее глобальным потеплением? Да-да, не забыли, но калькулятор и кошелек важнее. Если отбросить подробности, то к концу 2021 года картинка для лидеров европейских политиков и бюрократов получилась совсем безрадостной. Стоимость газа и электроэнергии росли, доля угольной генерации росла, экономика России в клочья не рвалась. Видать, ватник новый напялила. Зеленая повестка направлялась в рифму к слову «Европа», и это не было словом «Пенелопа». Идея евробюрократов рубежа нулевых и десятых годов, которую, кроме как благоглупостью, язык не поворачивается назвать, звучала приблизительно так. Европейский газовый рынок настолько емкий, настолько платежеспособный, что нет никаких сомнений в том, что любые поставщики энергетических ресурсов с радостью согласятся даже на самые абсурдные требования в их адрес. Поставщиков будет настолько огромное количество, что это просто гарантирует низкий уровень цен. План, как водится, оказался надежным, как швейцарские часы. К концу 2021 года стоимость газа на TTF штурмовала отметки в $2000 за 1000 кубометров. Если в среднем, то 400% роста за календарный год. Невероятно мудрые мысли Урсулы фон дер о том, что модель европейского газового рынка просто прекрасна, просто внешние условия какие-то неправильные. Но это временное явление. Скоро все будет хорошо и местами даже замечательно. Поскольку лично у меня что-то с английским, что с немецким языком так себе, мне почему-то ее выступление напомнило завывание шамана, вызывающего дождь ударами в чей-то бубен и завываниями. Но это, конечно, мое личное оценочное мнение. Вот только я сильно подозреваю, что и сама Урсула понимала, что недалеко ушла от этого образа. Поэтому вынуждена была искать способ поступить с принципами, но сделать это так, чтобы никто не заметил. На елку залезть и рыбку съесть – не самое простое упражнение в цирковом искусстве, но где Еврокомиссия не пропадала. Новость грянула в виде публикации на официальном сайте Еврокомиссии, появившемся 31 декабря 2021 года в 23:55 по среднеевропейскому времени. Документ именовался «Решение Еврокомиссии о таксономии газовой и атомной генерации». Поскольку европейские бюрократы изобрели и пользуются собственным новоязом, давайте-ка расшифруем. Решение Еврокомиссии – это проект закона, обязательного к исполнению национальными правительствами стран-членов Евросоюза, который можно только ветировать. Это процесс противоположной ратификации. Остановить введение такого документа в силу по правилам, принятым в Евросоюзе, можно только двумя способами. А. Голосование об отмене этого решения в Европарламенте абсолютным большинством голосов – 353 голоса из 705 депутатов. Б. Даже в том случае, если Европарламент не отверг решение, отказаться от него можно в том случае, если будет использовано право вето не менее чем 20 правительствами государств, входящих в состав Евросоюза, в которых живут не менее 65% населения Евросоюза. Извините, но вот на таком языке общаются европейские бюрократы.
Но мы ведь вполне терпимо относимся к тому, что ошибочно называют русским языком в нашем родном Минфине и в Центробанке. Таксономия – это тоже служебный термин, а не нечто из лексикона Урсулочки-людоедочки. Введена эта самая таксономия была опять же Еврокомиссией в 2020 году. Это система классификации, определяющая, какие виды экономической деятельности считаются устойчивыми с точки зрения влияния на окружающую среду, а какие нет. Регламент Евросоюза образца 2020 года, однако, не содержал перечень таких видов деятельности. Этот вопрос было решено передать в ведение Еврокомиссии. В течение 2021 года Еврокомиссия представила этот список для целого ряда секторов экономики, включая транспорт, строительство и энергетику. Разумеется, в список вошли ветровая, солнечная и гидрогенерация, и не менее очевидно, что в него не вошла генерация электроэнергии за счет сжигания угля, нефти и нефтепродуктов. Споры, диспуты и прочие дискуссии относительно атомной энергетики и использования природного газа продолжались до конца 2021 года. Только тогда Еврокомиссия сделала свой ход. С учетом радиофобии и накаленной демагогии вокруг природного газа, решение от 31 декабря 2021 года на первый взгляд можно принять за некую капитуляцию Еврокомиссии, за смелый и дерзкий шаг навстречу здравому смыслу. Но как только начинаешь вчитываться в текст документа, это впечатление исчезает. Все в порядке. Импорт здравого смысла на территорию, занятую евробюрократами, по-прежнему строго запрещен. Для газовой генерации в документе устанавливается порог выбросов парниковых газов, ниже которого производство электроэнергии считается устойчивым. 100 граммов углекислого газа на 1 киловатт-час. Для понимания, используемые на сегодняшний день технологии дают выход 430-490 граммов углекислого газа на киловатт-час. То есть господа чиновники и политики затребовали от энергетиков необходимость явить миру и граду технологию, о которой можно разве что ненаучно мечтать. Снизить выбросы не на проценты, а в разы, иначе все как-то, на взгляд чинуш, неустойчиво. От щедрот душевных, впрочем, было сделано одно послабление. В том случае, если новая газовая электростанция будет строиться как станция замещения на место угольной, и если разрешение на строительство от контролирующих органов будет получено до 31 декабря 2030 года. Тогда, так и быть, можно позволить целых 270 грамм углекислого газа на 1 киловатт-час производимой электроэнергии. Есть научно-исследовательские работы, которые позволяют считать, что порог в эти 270 грамм углекислого газа на киловатт-час можно достичь, если в метан, идущий в топку, добавить порядка 25% водорода. Температура горения при этом станет значительно выше, но материаловеды уже трудятся в этом направлении, пытаясь разработать сплавы металлов, которые выдержат такую тепловую нагрузку. Ну и эти работы сейчас на уровне научно-исследовательских работ. И я на всякий случай напомню, как выглядят этапы внедрения новых технологий в промышленность. Первый этап, занимающий до 10 лет, научно-исследовательские работы, из которых обычно 15-20% выходят на уровень НИОКР, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это второй этап, обычная продолжительность его от 5 до 8 лет. На уровень промышленного внедрения выходит около тех же 15-20% разработок. Остается вспомнить о том, что в настоящее время не решены проблемы хранения и транспортировки чистого водорода, химически чрезвычайно активного химического элемента, взаимодействие которого с металлами приводит к охрупчиванию материала, емкостей, трубопроводов и так далее. С учетом требования той же Еврокомиссии, чтобы энергетики использовали только так называемый зеленый водород, это электролиз воды, при этом электроэнергия для него должна быть в обязательном порядке выработана на солнечных или ветряных электростанциях. Вывод напрашивается только один. Рассчитывать на то, что в мире найдется хотя бы одна энергетическая компания, которая рискнет выполнить условия зеленой таксономии 2021 для газовой генерации, просто не приходится. Особенно, конечно, с учетом того, что происходит на европейском газовом рынке после февраля 2022. Вкладываться в строительство по каким-то сверхновым технологиям газовых электростанций при такой волатильности стоимости природного газа вряд ли возможно даже теоретически. При таких условиях ни кредитные учреждения, ни страховые компании сотрудничать не будут, а добиться государственных гарантий при нарастающем в целом ряде стран бюджетном дефиците можно будет в лучшем случае через несколько лет. Так что результат, полученный Еврокомиссией публикации решения о таксономии, получился несколько странным. С одной стороны, раздражение со стороны всевозможных экологических партий и движений, с другой стороны, невозможность реализации новых газовых энергетических решений.
То, что это не придумано мной, надеюсь, уже всем заметно. В этом году одна европейская компания за другой либо уходит из всевозможных водородных проектов, либо сдвигают эти проекты вправо до того счастливого времени, когда в проекты пойдет государственное финансирование. Конечно, очень приятно отметить, что наше уважаемое правительство и не думает корректировать водородную программу России, принятую в 2020 году. Чихать нам на то, что весь мир медленно, но неуклонно уползает от водородной темы. Денег у нас полным-полно, все проблемы в государстве решены. Остается вот только водороду во все отверстия налить, и наступит полное счастье. Атомная энергетика, разумеется, сквозь требования 100 граммов углекислого газа на 1 киловатт-час генерации проскальзывает беспрепятственно. Даже столь большие специалисты, как политики Еврокомиссии, вынуждены были признать, что цепная реакция деления ядер урана не сопровождается выделением углекислого газа. И я уверен, что их стоит поздравить с этим небывалым открытием. Но не предъявить хоть каких-то требований к атомным электростанциям было бы для еврочиновников потерей лица, потому пришлось напрячь фантазию. Вот список дополнительных требований. Страны Евросоюза получили право эксплуатировать действующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды. Новые атомные энергоблоки будут считаться чистыми, если их строительство будет одобрено государственными регулирующими органами до 2045 года. Новые атомные электростанции должны будут соответствовать европейским стандартам безопасности. Европейские стандарты безопасности – это слова в кавычках. Не бессмысленный набор звуков, как может показаться, а очередной невероятно важный образец европейско-бюрократического новояза. В 2007 году Еврокомиссия создала Европейскую группу регуляторов ядерной безопасности (НСРЭГ), в которую вошли представители государственных регуляторов стран ЕС и представители самой Еврокомиссии. При этом в регламенте НСРЭГ зафиксирована ее независимость от Еврокомиссии. Это невозможно понять, это нужно просто запомнить. В 2011 году, после катастрофы на японской атомной электростанции Фукусима-Дайичи, НСРЭГ для повышения безопасности европейских АЭС разработала стресс-тесты. Напомню, что на территории Европы атомных электростанций насчитывается 146 штук. К этой инициативе мгновенно присоединились Швейцария и Украина. Россия известила о том, что ее подобное творчество не интересует. Росатом предпочел обойтись без вмешательства европейских специалистов, соблюдать правила, предъявленные МАГАТЭ, и, разумеется, все требования Ростехнадзора вполне достаточно. Кроме этих двух организаций, российские АЭС дополнительно проверяются ВАО, Всемирной ассоциацией компаний-операторов атомных электростанций. Это действительно профессионалы, стаж взаимовыгодного сотрудничества с которой у Росатома куда как более значительно, чем с новоявленной НСРЭГ. Пожалуй, если бы в составе этой НСРЭГ не было представителей Еврокомиссии, сотрудничество бы имело смысл. Но наличие не только профессионалов из национальных регуляторов, но еще политиков, как бы помягче-то, вносит изрядную долю скепсиса. Поскольку персонально я политкорректностью страдаю не так, чтобы очень сильно, позволю себе собственное мнение. Нельзя допускать европейских политиков до наших атомных электростанций ближе, чем на пушечный выстрел. Уж больно публика сомнительная. Но приблизительно вот такие соображения, высказанные в более деликатной форме, касаются только наших собственных АЭС. А вот с экспортными проектами Росатома другое дело. Тут уж никуда без с волками жить, по волчьи выть. Тем более, что в 2010 году Росатом подписал договор с Турцией о строительстве на ее территории атомной электростанции Аккую. В 2013 году с Финляндией о строительстве АЭС Ханхикиви. В 2014 году с Венгрией о строительстве атомной электростанции ПАКШ-2. Турция, конечно, в состав Евросоюза не входит, но, помнится, лет 20-30 назад заявку на вступление подавала. Вот и соблюдает политез. Поскольку до самого последнего времени Росатом обоснованно рассчитывал на возможность новых европейских атомных энергетических проектов, и было принято решение о необходимости сотрудничества с НСРЭГ. Хронологически сложилось так, что началось оно у нас на строительстве белорусской атомной электростанции. Там наши и белорусские специалисты стартовали уже в 2011 году. Стресс-тесты НСРЭГ проверяют устойчивость атомных электростанций к происшествиям трех видов: природные катастрофы, долговременное отсутствие собственного энергоснабжения и некий менеджмент происшествий и аварий. Проверка по системе европейских стресс-тестов проходит в два этапа. После первого этапа участники НСРЭГ вносят рекомендации по устранению выявленных несоответствий.
с которыми знакомит компанию-вендора и национального госрегулятора, договариваясь с ними о том, сколько им требуется времени на то, чтобы внедрить предложенные изменения и дополнения. После отчета о том, что все исправлено, второй этап стресс-тестов, чтобы NSREG убедилась, что все их ценные рекомендации учтены. То, что замечания NSREG носят порой налет откровенного маразма, мы наблюдали в славном городе Островце. Рекомендацию увеличить сейсмоустойчивость, построенной для атомной электростанции пожарной части, до 7 баллов. Как говорил старина Хрюн, внушает. Впрочем, были замечания и по делу, касавшиеся внешних дополнительных источников электропитания. Вот это белорусские надзорные органы учли и дополнили. NSREG работала в Беларуси с 2016 по 2018 год. Закончилось это на том, что европейцы признали стрессоустойчивость и, довольные собой, убыли восвояси, не обращая внимания на вой, раздававшийся с литовских болот. Да, подчеркну, что согласие Беларуси на сотрудничество с NSREG было даже не добровольным, а инициативным. Это не европейцы настаивали на своих стресс-тестах. Это сами белорусы решили, что проверка на уровень безопасности лишней не бывает, и сами попросили провести эти стресс-тесты. Вообще, природная осторожность белорусов в том, что касается их первой АЭС, образцово-показательна. Проверки проводила МАГАТЭ, государственные регуляторы и Беларуси, и России. Проверяли профи из Всемирной ассоциации операторов, и вот до кучи еще и NSREG. Соседей литовцев все это не удовлетворило, но причиной такого поведения это уже к психологам, если не к психиатрам. Я специально достаточно подробно описываю эту процедуру, выходящую поверх постфукусимских требований МАГАТЭ, поскольку к настоящему моменту стресс-тесты NSREG на территории Европы были пройдены всего 2 новыми атомными электростанциями. Олкилоото в Финляндии, где эксплуатируется французский реактор ЭПР-1600, и Островецкая АЭС, так белорусская атомная электростанция именуется в базе данных МАГАТЭ, где работают реакторы ВВР-1200 от Росатома. Сейчас продолжается сотрудничество Росатома и NSREG в Турции на атомной электростанции Аккую. 2 технологии, которые прошли все мыслимые проверки на уровень безопасности, которые одобрены МАГАТЭ, одобрены госрегуляторами, одобрены Евратомом и одобрены NSREG. Только 2 технологии, французская ЭПР-1600 и российская ВВР-1200, на сегодня соответствуют тем самым европейским стандартам безопасности. Просто зафиксируем. Любая новая технология, европейская, американская, канадская, китайская, южнокорейская, должны будут проходить через вот такое сито требований по уровню безопасности. Разумеется, нельзя отрицать тот факт, что NSREG отстресс-тестила и все действующие АЭС в Европе. Работа была большая, и раз уж в этих странах посчитали ее необходимой, то она была проведена. Но тут надо учитывать еще один момент. По требованиям МАГАТЭ, новые строящиеся атомные энергоблоки должны относиться к поколению 3+, к которому старые европейские АЭС точно не относятся. И такой комплект требований и проверок уровня безопасности на сегодня пройдены только на ЭПР-1600 и ВВР-1200, относящихся к технологиям 3+. То есть, если строго исполнять букву решения Еврокомиссии от 31 декабря 2021 года, критерии европейской таксономии полностью выполнили только французская и российская технология. Да, я не спорю, казуистика в чистом виде, но я ведь уже говорил, что с волками жить, по волчьи выть. Сугубо гипотетически и даже теоретически та же Австрия, в которой атомная энергетика законодательно запрещена напрочь, имеет основание подать в суд на проект новой АЭС в любой стране Евросоюза, где власти вздумают оказать государственную поддержку. Но это теоретически. А практически европейские требования о стресс-тестах от NSREG просто гарантируют дополнительные задержки по времени и, разумеется, дополнительные финансовые издержки. Ну, а в том случае, если какая-то из стран ЕС не пригласит эту самую NSREG, это уже гарантия судебного иска, на который Австрия весьма щедра. В ее активе, к примеру, иск к Венгрии по поводу ВВР-1200 на атомной электростанции ПАКШ-2. И вот тут-то мучение белорусской АЭС, которая, черт побери, не защищена от цунами и извержения вулкана, свое дело сделала. Будапешт уверенно отбился от претензий страны-соседки, шлепнув на судейский стол документы проверок ВВР-1200, проведенные МАГАТЭ, Всемирной ассоциацией операторов и NSREG. И это уже, в общем-то, почти философское размышление.
Решить вопросы финансирования? 7-8 лет вести строительство АЭС – это уже непросто. Но евробюрократам требований МАГАТЭ и проверок национальных госрегуляторов маловато. Они своим же странам умеют крутить мозги дополнительно. Простите, а зачем? Ну да ладно, колхоз сделал добровольно. 2020 и 2021 годы – это время, когда политика не вошла, а буквально ворвалась в мировую атомную энергетику. До этого момента, как ни удивительно, соперничество компаний-вендоров было вполне цивилизованным. Конкуренция шла в рамках правил. Хороший пример – Финляндия. На тендере по атомной электростанции Олкилуота победила французская Арева. Чуть позже, в 2013 году, на тендере по атомной электростанции Ханхи победителем стал Росатом. При этом ни наша корпорация, ни французская по судам не бегали, возмущений не высказывали. Обидно, досадно, но точно не повод строить козни друг другу. А вот в 2020 и 2021 году от сотрудничества с Росатомом под двойным давлением Брюсселя и Вашингтона отказались Болгария с Чехией. В 2022 по тем же причинам и из-за природной пещерной русофобии Финляндия. Про безумный киевский режим и вспоминать-то противно. В 2022 году коллективный Запад умудрился так отметить День Красной Армии, что с тяжелейшего похмелья додумался кратно увеличить число рестрикций против России. Практически во всех отраслях экономики, особенно старательно в энергетическом секторе. Но Росатом адресатом так называемых санкций не стал. Я уже говорил, но повторю еще раз в надежде, что лучше услышат. Единственный способ не подставляться под экономическую агрессию Запада в той или иной отрасли за последние 3 года стал более чем просто очевиден. Научное и технологическое опережение этой отрасли, развитие ее в России должны быть намного выше, чем на этом самом Западе. Мое мнение, конечно, сугубо пристрастно, но Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, его разделяет. Мировой атомной промышленности без российских достижений обойтись просто невозможно. А для того, чтобы хотя бы попытаться догнать Росатом, Западу потребуется десяток лет при 2 условиях. Если Запад будет коллективно напрягаться, а весь коллектив Росатома отправится в коллективный отпуск на этот же самый десяток лет. Несмотря на множащееся количество пакетов санкций, все, что Запад осмелился предпринять против Росатома, разместил в рестрикционных списках предприятия ядерного оружейного комплекса и ряд новых направлений бизнеса нашей атомной корпорации – композитных материалов, аддитивных технологий, в которых позиции нашего экономического противника достаточно продвинуты. Но это отдельная тема для разговора. В этот раз только про атомные энергетические технологии. Атомных технологий, конечно, не так уж и мало, особенно если речь заходит о реакторах второго поколения, то есть о тех, к которым еще не применялись современные требования по уровню безопасности. Эти требования – результат очень невеселого опыта, результат анализа не только аварий и катастроф, но и так называемых ядерно-радиационных инцидентов, то есть в том числе аварий и поломок не только на ядерном острове, но и электроэнергетических, которые потенциально могли, а порой и приводили к выбросам радиоактивности. В очередной раз напомню, что так называемая атомная пауза, которая началась, как ни удивительно, не после Чернобыльской катастрофы в 1986 году, а в 1979 после аварии на американской АЭС Three Mile Island, привела к тяжелейшему застою в атомной энергетике лидировавших до этого момента Соединенных Штатов и Франции. Проверки причин аварии на Three Mile Island со стороны МАГАТЭ и государственного регулятора самих США привели к неутешительному для финансовых менеджеров выводу. Требуется куда как большее внимание системам безопасности. Их должно быть больше, они должны предусматривать все возможные риски. Неутешительно для финансистов, поскольку внедрение новых систем безопасности требовало денег до 20% от общей стоимости энергоблока. Энтузиазм атомщиков, готовых включиться в такую работу, не был поддержан потенциальными инвесторами-заказчиками и банками, что и стало причиной той самой атомной паузы. Проектирование новых реакторов шло, но строительство не велось. Атомная энергетика – это физика, которая без экспериментов немыслима. Нарушать эту азбучную истину дозволено только космологам и астрофизикам. Памятуя об этой аксиоме, французские атомщики, страны, где, в отличие от США, атомная индустрия была и остается государственной, прилагали максимум усилий для того, чтобы разработать проект нового реактора, инновационность которого могла бы поколебать уверенность потенциальных заказчиков в том, что на долгосрочном периоде строительства АЭС с экономической точки зрения становится выгодным, несмотря на очень серьезные вложения во время самого строительства. Новая система безопасности гарантирует повышение коэффициента использования установленной мощности. Этому же будет способствовать инновационное топливо, которое увеличит продолжительность топливных сессий, усовершенствование электроэнергетическая составляющая,
поднимет КПД. Повышенная надежность всего комплекса оборудования должна была значительно на треть, то есть с 40 до 60 лет, увеличить время эксплуатации атомных энергоблоков. В результате зависимость себестоимости вырабатываемой электроэнергии от стоимости ядерного топлива должна была снизиться до 7-8%. И как результат недорогая, надежная, практически круглосуточная генерация электроэнергии, что укладывается в долгосрочные бизнес-планы. Разработка вот такой, если в самых общих чертах концепции, во Франции шла на государственном уровне. Дополнительным стимулом стала экспортная перспектива. Если мы будем способны предложить нечто вот настолько новое и инвестиционно привлекательное, то это шанс опередить всех конкурентов и выйти на оперативный и даже стратегический простор. Под проект разработки реактора, который получил название ЭПР – European Pressurized Water Reactor, к 2000 году прошло слияние целого ряда государственных компаний Франции – Фраматом, Кагема, FCI, CEI Industry, Течный Атом в единое целое. Новая компания получила наименование Арева. К ней же присоединилось на добровольной основе атомное подразделение немецкого Siemens. К концу 90-х идея сформировалась окончательно, претерпев существенные изменения. Французские атомщики решили, что проект ЭПР-1600 должен быть нацелен на зарубежные рынки. И только после того, как он будет отработан на экспортных направлениях, последует строительство АЭС на базе вот таких реакторов в домашних условиях. Такой вот, как показало время, ошибочный алгоритм. Референтные блоки экспортные. Только потом, после того, как технология их строительства будет достаточно обкатана, строительство самой Франции. И отдельная история, конечно, касается личности мадам Ан Ловержон, инициатора объединения французских компаний Варева, которая и возглавляла этот консорциум с момента его основания в 2001 году до скандального увольнения в 2011. Дама, которую неоднократно провозглашали самой влиятельной женщиной Франции, во главе компании с 58 тысячами сотрудников, 10-миллиардным оборотом в евро, с миллиардной прибылью, в атомную отрасль пришла из банковского сектора, потому познавшая толк в агрессивном пиаре. Это ее стараниями в обиход вошло неведомое ранее понятие «атомный реактор поколения 3+». Атомная Анна провозгласила, что ЭПР-1600 относится именно к нему, забыв дать при этом хоть какое-то оформленное описание того, что именно включено в этот самый плюс. Лавержон и была инициатором участия Арева в тендере на строительство третьего энергоблока атомной электростанции Олкилуота в Финляндии, разрешение на которое было получено заказчиком в лице энергетической компании ТВО Теолесууден Войма у государственного регулятора СТУК в 2001 году, а одобрение от парламентов Финляндии в мае 2022 года. В тендере, объявленном ТВО, приняли участие не только Арева с ЭПР-1600, но и General Electric с реактором ESBWR Economic Simplified Boiling Water Reactor, экономично упрощенный кипящий ядерный реактор мощностью 1390 МВт, но и Атомстройэкспорт с реактором ВВР-1200, проект 91/99. Победителем стала Арева. Контракт с ТВО был подписан 18 декабря 2003 года. Фиксированная цена – 3,2 миллиарда евро. Срок запуска в коммерческую эксплуатацию – 2009 год без конкретного месяца. Это уже куда как позже, к 2010 году, стало очевидно, что проект реактора ЭПР-1600 в момент проведения финского тендера был готов процентов так на 20-30. Его доделывали буквально на ходу, срывая сроки, наращивая расходы, входя в судебные клинчи то с ТВО, то со СТУК, то даже с Siemens. И только уже во время строительства выяснилось, что атомный комплекс Франции не готов к серьезным проектам от слова вообще. Менеджеры Арева работали в общей сложностью с 21 тысячу подрядчиков по производству оборудования из 3 десятков стран планеты. То, что вот такая информация постепенно становилась, как когда-то говорили, достоянием гласности, стало причиной того, что победителем в тендере на строительство атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах Арева стать уже не смогла. Контракт стоимостью в 25 миллиардов долларов ушел к южнокорейцам из КЕПКО, Korean Electric Power Corporation.
В декабре 2007 года по заказу ЭДФ было начато возведение третьего энергоблока на площадке атомной электростанции Фламанвиль с ЭПР-1600 во Франции. В конце 2009 и в начале 2010 стартовало строительство двух блоков с ЭПР-1600 на площадке атомной электростанции Тайшань в Китае. Китайская площадка стала самой большой удачей французских атомщиков, но уже не из Арева, а из ЭДФ, которая стала генеральным подрядчиком, а статус Арева был понижен до уровня поставщика реакторного оборудования. Как обычно в случаях с Китаем, полную информацию о финансовых условиях контракта найти невозможно, поэтому приходится ориентироваться на заявление Ан Лавержон, которое она делала в 2010 году, заверяя, что стоимость строительства ПР-1600 в Китае не превысит 1680 евро за киловатт установленной мощности. То есть блоки должны были обойтись китайцам по 2,7 миллиардов евро за штуку. По тогдашнему курсу, тоже, но в долларах, 2000 за киловатт мощности или 3,2 миллиарда долларов за каждый блок. Итог оказался несколько иным. 3800 долларов за киловатт или 6,1 миллиарда долларов за блок. То есть превышение составило 90%. И это, как ни удивительно, на сегодня высшее достижение французских атомщиков. Превышение сметной стоимости по атомной электростанции Олкилуота в Финляндии составило 129%. Ориентировочный итог по Фламанвиль-3 – 218% к договорной стоимости. Что касается сроков строительства, то блоки АЭС Тайшань были сданы в промышленную эксплуатацию не через контрактные 46 месяцев, а через 9 лет. Первый блок в декабре 2018, второй в сентябре 2019. Рассказ об атомной электростанции Олкилуота, третьем энергоблоке, был бы долгим и печальным, а я специально подробнее останавливаюсь именно на атомной электростанции Тайшань в Китае. И это, повторюсь, лучший результат по ЭПР-1600. С проектами в Финляндии, во Франции, в Англии все куда как более грустно. Лучший результат – практическое удвоение сметной стоимости и более чем в 2 раза превышенные сроки. Но при этом более половины работ взвалили на себя китайские атомные машиностроители. Еще один нюанс. После всех провалов с тендером в Объединенных Арабских Эмиратах, со сроками и сметами в Финляндии, во Франции и в Китае, с урановым скандалом вокруг канадской компании, купленной за 1,5 миллиарда евро, но в африканских месторождениях, которые уран не был обнаружен, Арева не только потеряла Ан Лавержон в качестве президента, но и с огромным трудом избежала банкротства. И на сегодня проект ЭПР-1600 стараниями европейских политиков – это единственный возможный для Евросоюза, который не только прошел лицензирование, но по которому имеется хотя бы какой-то опыт реального строительства. Второй, не российский и не китайский проект атомного реактора, имеющий лицензию на строительство в Европе – АП-1000 от американской компании Westinghouse. Лицензия на строительство была получена от государственного регулятора Великобритании, в то время, когда эта страна еще входила в состав Евросоюза. Но она была акцептирована Евратомом, то есть теоретически можно приступать к лицензированию строительной площадки хоть сегодня. Отличная американская технология. 4 работающих реактора АП-1000 в Китае, 2 работающих таких же реактора в самих США. Просто радость какая-то. Вот только все как в старой песне, все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка. Да и пустяков тут не так, чтобы совсем мало. Блоки с АП-1000 на атомных электростанциях Саньминь и Хайян вместо 4,5 лет строились 9, с 2009 по 2018 годы. При этом о превышении первоначальной сметы китайские заказчики политкорректно умалчивают. За эти годы Westinghouse прошла через процедуру добровольного банкротства. Контрольный пакет от японской Toshiba перешел к канадским компаниям Cameco и Brookfield Renewable Partners 51% и 49%. Позволю себе быть менее политкорректным. Блоки в Китае во многом усилиями китайцев и были достроены. Американские специалисты разве что помогли с ремонтом вылетевшего из строя главного циркуляционного насоса. Второй блок атомной электростанции Саньминь, авария случилась через пару месяцев после запуска. Ремонтировали около года. 2 блока с реактором АП-1000 в составе атомной электростанции Вугль в США и вовсе уникальный случай в мировой атомной индустрии. Никогда раньше заказчик строительства не становился сам у себя генеральным подрядчиком. В общем-то, тот же французский шарм, только в профиль. Двукратные сроки, не менее чем двукратные сметы, но еще и алгоритм спасения утопающих – дело рук самих утопающих.
Сам у Вестингауза реакторы заказывал, вот сам их и строй. Можно, конечно, высосать из пальца аргумент «но ничего не то, что давеча». Мол, новые владельцы от старых негодных традиций обязательно уйдут. Вон уже сколько меморандумов и протоколов о намерениях в Киеве да в Варшаве подписано. Но ведь не получается. Бравые болгары, отказавшиеся от сотрудничества с Росатомом по 7 и 8 блокам атомной электростанции Козлодуй, лихо присудили победу в тендере именно Вестингаузу. После чего обескураженно узнали новый подход американо-канадцев. Оказывается, Вестингаус – держатели патента, владельцы технологии, но не более того. Все вопросы с поиском генерального подрядчика, все проблемы с финансированием теперь самим болгарам и решать. Такой вот результат дали европейские и американские политики для атомной отрасли. Если суконным языком финансистов, то, наверное, это должно прозвучать приблизительно так. Отказ от сотрудничества с ведущими атомными корпорациями России и Китая сузил круг потенциальных поставщиков технологий, что неизбежно привело к росту стоимости альтернативных предложений. Но это на птичьем языке. А с технологической точки зрения все еще более печально. Нет у американских европейцев и у европейских американцев на сегодняшний день технологий, которые обеспечивали бы устойчивое развитие атомной энергетики. И проблема не только в самих атомных реакторах. Есть еще целый ряд проблем, которые без России и без Росатома решить будет очень непросто. Прежде всего сырье, то есть урановая руда и обогащенный урановый продукт. В очередной раз напомню, что это совершенно разные продукты, совершенно разные товары, о чем в 95 случаях из 100 забывают наши прекрасные СМИ, внося путаницу в головы своих читателей и зрителей. Понимаю, что я уже неоднократно об этом говорил, но сделаю это еще раз, в надежде на то, что смогу донести знания о технических и финансовых подробностях до как можно более широкого круга. В наше время богатым месторождением урана считается руда с содержанием этого металла в 1%. Из 100% кило, поднятые из недр руды, 99 кило – пустая порода. Очевидно, что вот в таком виде эти 100 килограмм не товар и даже не сырье для дальнейшей переработки. На всех месторождениях, во всех странах и на всех континентах первый этап переработки – избавление от пустой породы, которая осуществляется здесь же, рядом с месторождениями. Перевозить 1000 тонн пустой породы экономически нецелесообразно. Не сейчас, во времена тотального капитализма, не во времена исторического материализма с его плановой экономикой и гонкой ядерных вооружений. Горнообогатительные комбинаты, использующие изощреннейшую с научной и технологической точки зрения очень специальное оборудование, построенные непосредственно на месторождениях, строились с момента становления атомной индустрии. Результат обогащения природной руды – закись урана на языке братьев-химиков или желтый кек на профессиональном сленге. Это уже товар, с каждым годом становящийся все более востребованным. И это, если положа руку на сердце, рынок едва ли не монопольный. Скоро уже 20 лет тому, как свыше 40% до 45% рынка урановой руды желтого кека принадлежит блистательному Казахстану и его государственному предприятию «Казатомпром». На территории этой республики еще в советские времена была открыта целая россыпь урановых месторождений. Но и в наши времена новые открытия продолжаются. Геологи у наших южных соседей на месте не сидят. Но желтый кек – это не ядерное топливо. Для такого превращения требуется еще несколько этапов переработки, обусловленные химическими и физическими свойствами 92-го элемента таблицы Менделеева. Содержание делящегося изотопа урана, урана-235, в природной руде составляет 0,71%. Только уран-235 соответствует школьному. Свободный нейтрон ударил в ядро урана, развалил его. Из ядра выскочили уже 2 свободных нейтрона, которые бьют уже по 2 ядрам урана. Основной изотоп, уран-238, в цепной реакции деления не участвует. Для того, чтобы осуществлять управляемую цепную реакцию деления, необходимо, чтобы содержание урана-235 было не менее 3,6%. Единственное исключение – реакторы, в которых в качестве замедлителя используется тяжелая вода. Но таких реакторов в мире очень немного. И я готов рассказать об этом подробно, если увижу в комментариях ваши уважаемые зрители и слушатели интерес к этой теме. Для того, чтобы добиться повышенного содержания урана-235, желтый кек проходит по технологической цепочке еще 3 этапа. Для того, чтобы уран перешел в газовое состояние при температуре около 57 градусов Цельсия, желтый кек проходит так называемую конверсию, химическую операцию, во время которой из оксидов урана получают гексафторид урана, соединение одного атома урана с 6 атомами фтора. Это второй этап производства.
Третье – газовые центрифуги, на выходе из которых гексафторид урана, в котором урана-235 куда как больше, от 3,6% до 5,5%. Немного разные требования к разным типам энергетических атомных реакторов. Но это еще не все. Для ядерного топлива требуется оксид урана, получение которого, опять же, обеспечивают братья-химики. И вот такая операция, которую кратко называют реконверсией урана, уже 4-й этап переработки урановой руды. Обогащение самой урановой руды – раз. Конверсия урана – 2. Обогащение по содержанию урана-235 – 3. Реконверсия урана – 4. Уже понятно, что стоимость желтого кека и обогащенного уранового продукта – это две большие разницы. Очень большие разницы, поскольку для получения 1 килограмма урана с энергетическим обогащением по урану-235 требуется в среднем 9 килограммов желтого кека. С учетом химических операций, конверсии и реконверсии, цена 1 килограмма обогащенного уранового продукта в 10-12 раз выше цены желтого кека. Предлагаю просто это запомнить. Казахстан – это природная руда урана, желтый кек. На фоне Казахстана все прочие страны так себе компот. А вот обогащенный урановый продукт – это уже Росатом, доля которого на сегодня на мировом рынке 47%. Но тут арифметика не очень линейная, поскольку еще 16% мирового рынка обогащенного уранового продукта – это Китай, который обогащенный урановый продукт до лета этого года никому не продавал по понятной причине. В Китае сейчас строится столько атомных электростанций, что ему самого себя бы суметь обеспечить. Теоретически эту глобальную зависимость от российских технологий коллективный Запад одолеть может, поскольку европейская компания Юренко, хоть и уступает Росатому по технологичности, умеет обогащать уран. Для этого требуется двоеточие – деньги, подбор площадок и их лицензирование и лет 7-8 на строительство новых заводов по обогащению, то есть в самом оптимистичном случае лет так с десяток. Еще веселее ситуация с ядерным топливом для реакторов малой мощности, то есть до 300 мегаватт. Для них требуется обогащение урана по изотопу 235 в 19,5%. И здесь зависимость от технологии Росатома высчитывать не приходится. Она равна 100%. И даже в том гипотетическом случае, если бывший флагман западной атомной энергетики, Соединенные Штаты Америки, напряжет все свои финансовые и организационные мускулы и решит проблемы со всеми вариантами обогащения урана по изотопу 235, нельзя забывать о том, что нужно решать еще и проблему облученного ядерного топлива. В 70-е годы американцам хватило ума на законодательном уровне объявить облученное ядерное топливо высокоактивными отходами, что привело к отказу от разработок технологии его переработки. Не буду даже вдаваться в подробности. При высочайших темпах развития атомной энергетики Китая, при гигантских финансовых возможностях этой страны, у Китая нет ни одного завода по переработке облученного ядерного топлива. Когда речь идет о разработке таких технологий, о строительстве таких предприятий, то это уже о десятках лет напряженной работы. И тем не менее, коллективный Запад по политическим причинам отказывается от сотрудничества как с Россией, так и с Китаем. Китай разработал собственный реактор поколения 3+, Дракон-1, HPR-1000, Хуалун-1, но лицензирование этой технологии, начатое в Англии, той же Англией было остановлено. Поэтому для Запада только ЭПР-1600 и АП-1000, в ближайшей перспективе новые канадские тяжеловодные реакции, французские технологии переработки облученного ядерного топлива и недостающие мощности обогащения урана от Юренко. Можно добавить еще и нарастающие проблемы с добычными проектами в Африке. Но и без этого вполне очевидно. Если и рассчитывать на рост мировой атомной энергетики, то в ближайшие 10 лет рассчитывать приходится на тех, кто действительно способен строить, способен обеспечивать эксплуатацию и гарантировать вывод из нее. Россия, Китай, растущие технологии Индии и Ирана, замершая в тумане судебных прений Южная Корея. По ту сторону барьеры, которые по собственной воле выстроили американские и европейские политики. Не наш барьер, это их проект, по их чертежам, по их архитектуре. За последние 2 года очертания этого барьера, к сожалению, становятся видны все лучше. К огорчению лично для меня, оценочное мнение. Я убежден, что атомная энергетика с ее долговечностью, с ее минимальной зависимостью от стоимости ядерного топлива нужна и важна для всей планеты. Уровень технологичности, необходимый для ее развития, настолько высок, что сотрудничество, кооперация намного важнее, чем конкуренция, которую создают совершенно искусственно и создают те, кто никакого реального отношения к атомной энергетике не имеет. Подробности в следующих передачах цикла, которые все непременно последуют.